Всем доброго здоровья, мои дорогие друзья и гости канала Ирина Огонек. С вами я, Ирина. И сегодня видео опять будет снято по просьбе Татьяны Симаковой. Я сейчас зачитаю ее комментарий. С Татьяной у нас завязалась довольно-таки крепкая переписка по сабельнику. У нее такие же проблемы, и она смотрит мое видео, э, пользуется моими рекомендациями. И вот 3 дня назад Татьяна написала после очередного видео о сабельнике. Татьяна написала вот такой вот комментарий. Ирина, здравствуйте. Я пересмотрела видео об адамовом корне. И у меня вопрос. Вы обещали рассказать о результатах лечения, но я не нашла такого видео. Вы разочаровались в настойке или... Я имею в виду прием внутрь. Я живу тоже в Украине, но в аптеках не нашла ничего, ни настойки, ни бальзама. Заказала в интернете, жду посылку. Напишу о результатах лечения. И еще, как вы сочетали прием сабельника с адамовым корнем? Я смотрю, вы сейчас больше рассказываете о сабельнике. Я продолжаю прием настойки сабельника. Боли еще есть, но уже реже и слабее. Спасибо вам за советы, общение и поддержку. Когда очень больно, я вспоминаю ваши слова. Не прекращайте прием. И продолжаю. Всех благ вам. Вот такой вот комментарий оставила Татьяна. И сегодняшняя тема наша именно Адамов корень. Настойка из адамового корня. Я уже снимала видео о адамовом корне. Ссылочку я оставлю внизу в описании. Там я рассказываю о самом корне, о том, как я о нем узнала, и о том, как приготовить вот такую вот настойку. Сегодня же я дам описание, вернее, не описание, а полезные свойства и что лечит адамов корень. И в конце расскажу именно свое лечение, свое применение и свои ощущения. Итак, начнем. Значит, ботаническое название адамового корня тамус обыкновенный. В народе его называют переступнем, лепшурой, повелителем, недоступом, водогоном, брионией белой, змеиным корнем, огненным корнем. Вот как много у него названий, так и большой спектр применения. Благодаря богатому составу и биологически активным компонентам растение давно прижилось в народной и в традиционной медицине. Тамус – достойная альтернатива дорогостоящим медикаментам при многих патологиях желудочно-кишечного тракта, центрально-нервной системы, позвоночника, дыхательной системы. Значит, средства на основе адамового корня снижают воспалительные процессы, обладают антисептическими возможностями, усиливают локальное кровоснабжение, уменьшают отечность, восстанавливают поврежденные ткани, купируют боль, замедляют процесс старения, останавливает кровотечение, обладают диуретическими свойствами, повышает эластичность сосудистых стенок, чистят кровь, мышцы, связки, кости, суставы и нервную систему эффективно лечат также змеиным корнем. Средства с тамусом купируют боли при ишиасе, ревматизме, радикулите, подагре, остеохондрозе, артритах, повышают подвижность суставов. Тамус обыкновенный насыщает
костные ткани минералами, что способствует скорейшей регенерации костной ткани после травм. Активные компоненты растения ускоряют рассасывание гематом. Адамов корень повышает эластичность сосудов. За счет этого он активно используется в народной медицине при тромбофлебите, геморрое и варикозе. Змеиный корень также хорош при проблемах с бородавками, фурункулезом, пигментными пятнами, трофическими язвами. В комплексном лечении тамус также применяют при экземах. Его противовоспалительные и антисептические свойства позволяют включить его в комплексную терапию при цистите, пилонефрите, пневмонии, бронхите, язве и аднексите. При наружном использовании отмечается улучшение кровообращения, это эффект разогрева, снятие воспаления, избавление от болевых ощущений, регуляция минерального обмена в суставах, стимуляция процесса восстановления суставов, уменьшение отечности за счет мочегонного действия, восстановление гормонального фона у женщин, увеличение мужской потенции. Ну и это не весь послужной список адамового корня. Растения, растений, имеющих настолько широкую область использования, как адамов корень, немного. Показан он при лечении, значит, при патологиях кардиоваскулярной системы. Средство поддерживает работу сердечной мышцы в период реабилитации после инсульта, снижает артериальное давление, кровяное артериальное давление. При тромбофлебите растения тонизируют сосуды, повышая их эластично, улучшает кровоснабжение, убирает отечность и купирует воспаление. При болезнях органов желудочно-кишечного тракта средства лечат язву и цирроз печени, купируют симптомы колита, помогают при запорах и рассасывают геморроидальные шишки. Заболевания опорно-двигательного аппарата, значит, адамов корень снимает воспаление и боли, вызванные остеохондрозом, ревматизмом, вывихами и растяжением. Адамов корень снимает симптомы радикулита, подагры, пяточной шпоры, ишиаса, бурсита и полиартрита. При патологии дыхательной системы поможет тамус при ОРВИ, воспалении легких, туберкулезе, при астме. Также хорош адамов корень при болезнях мочеполовых органах, снимает отечность, нормализует половую функцию, купирует воспаление. При кожных заболеваниях растирки и мази используются при псориазе, язве, бородавках, фурункулах. Вот. При гинекологических проблемах подходит при таких женских заболеваниях, как киста яичника и эндометриоз. Это целебное растение популярно и в косметологии. Его используют для выведения веснушек, пигментных пятен. С помощью адамового корня восстанавливают густоту волос, используют как втирание в корни волос. Также растение восстанавливает гормональный баланс, помогает при нарушении углеводного обмена и вызванных им расстройствах. Ну вот, друзья, вот такая вот
целая эпопея о адамовом корне. Но это далеко не все. Если собрать всю информацию, нам и часа не хватит, чтобы это все, так сказать, огласить и весь список. То сейчас я отвечу на вопрос Тани. Значит, я ни в коем случае не разочаровалась в настойке. Просто это дорогое удовольствие, скажем так, не из дешевых. Я когда делала настоечку, я говорила, что я заказывала в интернете корень адамового корня. И 100 грамм этого корня стоило 160 гривен. Я заказывала 200 грамм, ну и плюс литр водки. Поэтому я, так сказать, рационально использую свое драгоценное зелье. Я говорила, что начну его применять именно вовнутрь. В основном я его применяю как растирки и, так скажем, в экстренных случаях, но применяла его и вовнутрь. Это весной у меня было воспаление ишиаса. Я долго не затягивала с обычным лечением. Вот, начала применять адамов корень как растирочку и начала применять, начала прием внутрь. Значит, внутрь я его начала принимать с 20 капель. Это пол кубика на шприце, 0,5 кубика. Вот. 3 раза в день. Первый день я принимала его отдельно от всех препаратов, ну, в течение часа после еды, где-то ну, через полчаса и в течение вот так вот часа. Но это, как говорится, было лишняя трата времени. Вот. И я начала сочетать его с адамовым корнем. Я принимаю адамов корень это с корнем сабельника. Я принимаю сабельник 3 раза в день по столовой ложке. Так вот, в эту чашку, куда я лила столовую ложку сабельника, я капала на второй день 30 капель адамового корня, так как у меня дискомфорта прием его не вызвал. Вот. И на третий день я начала капать 40 капель. И вот так вот 3 раза в день с сабельником, значит, столовая ложка сабельника на чашку воды. У меня вот такая вот чашечка. Вот. Мне ее подарила Ириша, сестренка из Германии, названная сестренка из Германии. Это Ирина Влог Германия. Вот. Мы с ней познакомились здесь на канале на ютубе. И вот на вот эту чашку я беру столовую ложку сабельника и 40 капель, я же говорю, на третий день я уже начала принимать 40 капель. Но больше дозу я не дам и никому не советую. Адамов корень является, как скажем, о, Господи, вылетела с головы, так быстро хотела, ядовитым растением. Вот ягоды адамового корня могут вызвать тошноту, диарею в очень большом количестве, даже летальный исход. Поэтому, так сказать, увлекаться адамовым корнем я никому не советую. Применять его только в экстренных случаях, вот как я. Значит, сейчас расскажу именно о том приеме. Значит, принимала я его только 3 дня, но этих 3 дней мне хватило, чтобы справиться с ишиасом. Обычно у меня уходило на него недели, месяца.
Вот, иногда даже годы, и я не могла с ним справиться. А тут то, что принимался сабельник, и то, что до этого уже было 3 курса сабельника, и Адамов корень вместе с сабельником, они мне помогли справиться с ишиасом за 3 дня. Это рекордный результат моего лечения ишиаса. Вот, значит, еще раз повторюсь, Адамов корень, если вы решитесь принимать вовнутрь, значит, начинаем принимать с маленьких доз, даже можно с 10 капель. Смотрим ощущения, как отреагирует ваш организм. Если же организм ваш не чувствует дискомфорта, вы можете немножечко увеличивать дозу с каждым днем, допустим, на 10 капель. Вот. Но и курс не более 2 недель. Значит, как всегда напомню, что прежде чем начать траволечение, вам необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом и пройти чистку организма, чистку кишечника. При чистом организме вот эти вот все препараты принимаются намного быстрее, легче, действуют лучше, так как в чистом организме их полезные свойства всасываются намного быстрее. Ну вот, роднулечки мои, я вам рассказала о Адамовом корне. Э, Значит, надеюсь, Танюша, я ответила на твои вопросы. Если у кого-то есть еще какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием отвечу и в самих комментариях, и в видео. Если для этого понадобится снять видео, я с удовольствием об этом сниму видео. Это не обязательно только о сабельнике, Адамовом корне. Я вам сказала, что у меня немало, так скажем, знаний в народной медицине, и я буду постепенно с вами делиться этими знаниями. Так что, если вы до сих пор еще не подписаны на мой канал, быстренько подпишитесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также нажимаем лайки, дизлайки, ну кому как. Вот. И еще одно. Если видео вам понравилось, если информацию вы считаете полезной, не забудьте поделиться с ней в своих соцсетях со своими друзьями и знакомыми. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч. Ваша Ирина.